Боже, помоги мне! Мне бы потереться чем. Это оно и есть. В 2021 дал каждой игровой компании добра аккуратно войти в мобильный рынок. Придумывать новые франшизы в принципе не обязательно. Достаточно бросить подачки с барского стола ПК-гейминга, и вы заслуживаете любовь всех мобильных игроков. Ассасин есть, Радуга есть, Final Fantasy тоже, даже бесплатно FIFA есть. Если вы достаточно много зарабатываете, когда-нибудь и настоящие игры появятся. Но так как мобильный гейминг держится на 4 слонах, китайцы, в принципе все. Многие разработчики при создании телефонных версий обращаются именно к ним. И заказ у Activision по созданию Call of Duty Mobile был прост. Взять уже готовые карты и режимы прошлых частей, добавить туда Battle Royale, чтобы все это делали разработчики их главного конкурента PUBG Mobile. Знаешь, звучит как... That's amazing. Как повезло, что у Tencent еще до заключения сделки случайно завалялись 2 версии уже готового шутера по вселенной Call of Duty с оригинальным названием и альтернативным. Guns of Bullshit. Но китайцев можно похвалить. Игра сделана на честно отъебись. Даже настройки один в один из PUBG. В древнем 2012 и 2013 уже были попытки создать портативную колду с настоящим сюжетом. Каким таким сюжетом? Ну, диалоги, персонажи, спасение мира. А, картинки. Да, я люблю картинки. К сожалению, Strike Team пришлось удалить с Google Play, ведь игроки могли запутаться и случайно донатить не туда. Activision очень внимательно считает свои доходы. За первые 36 часов игра принесла целых $2 миллиона, а за 1,5 года 640. Ну правильно, не настолько это брендовая серия игр, чтобы соревноваться с аниме. Пора уже запомнить, люди не донатят скины, люди донатят вайфу. И на удивление, многие хвалят колду за дешевый донат. И там даже нет особого доната. Я закинул по лайту 14 тысяч рублей. Но дешевый не означает мало. У нас тут все-таки солидное казино. В прямом смысле, игровые компании уже вообще не парятся и используют старую добрую рулетку. Кручу-верчу, запутать хочу. Но с нововведениями. Каждый новый донат дороже предыдущего. Это мы украли из покера. За премиальные гроши можно купить практически все. Даже победу. Если вы достаточно зажиточный скинами барин и вкладываете деньги в художников-торчков, запатентованная система Activision поможет вам с победой. Боты. Будете играть против ботов. Всегда. Сука. И куда уж без старых добрых лутбоксов и ограниченных предложений. В чем же их ограниченность? Вы платите ровно столько же, сколько стоит донатная валюта, и получаете ровно столько же донатной валюты. Инновации. Просмотр рекламы здесь вообще отдельный ивент. Обычная валюта тоже есть. Ходят слухи, что за нее можно даже что-то купить. Но все же нужно поблагодарить Activision. Да, для нас, полноценных геймеров, это честная компания чистого зла. Но сейчас они выступают добрыми гопниками, которые вроде бы хотят наши деньги, но хотят их с честью. Ведь если бы не они, китайцы превратили игру за 2 года в то, что сейчас происходит с PUBG. В Call of Duty Mobile можно действительно играть бесплатно. Я такой херни даже в Epic Games Store не видел. А на все сэкономленные лучше заказать полезные приблуды с Алика. Хотя если вы играете в мобильные игры, это уже победа. Мама говорит, что я особенный. Для самых бедных есть отличные многоразовые универсальные чехольчики и даже воображаемый геймпад. А свое первое пособие можно потратить на почти настоящий Switch. Даже с телефоном это все равно дешевле, чем покупать игры Nintendo. Если вы любите крепкий, дружеский. Есть отличные эмуляторы, клавиатуры и мышки. С расширением от Letyshops всегда можно быть уверенным в честности хитрого казаха, продающего вам, допустим, табуретку. Но самое главное в Letyshops — кэшбэк. И до 30 апреля он снова вернется в тройном 15% объеме. So big. Предложение ограничено, вход строго воспрещен. Все ссылки в описании. Но если вдруг вы решите поддержать 2 самые богатейшие игровые компании в мире, мало ли сколько сумасшедших меня смотрят, советую обратить внимание на сезонный пропуск. Эта паршивка позволяет себе стоить в 3 раза дешевле, чем в PUBG. Она дает вам в 2 раза больше скинов и не требует от вас новых покупок. Достаточно 1 раз оплатить ее услуги, и получаемой валюты вам хватит на новый сезон. И я не хочу их сравнивать. Но вот японский Battle Pass в колде, а вот японский Battle Pass в PUBG. Я тигр! Мяу. Ничего не имею против мужского купальника рыбки Фредди, если бы PUBG не претендовал на реализм. Вообще, брутальность PUBG — это что-то среднее между коллаборацией с Power Ranger'ами и корейскими девочками-припевочками. А если это видео не получит демонетизацию,
Ой, я феечка Винкс. Call of Duty Mobile при этом держится строгой политики компании Activision. Если и продавать костюмы, то только с Иганом. И как и в любой современной игре, здесь есть катсцены. Только вместо сюжета, начала матча, ивентов, катсцены потратили на более важные вещи. На скины. Игра хоть и пытается казаться взрослой, но это же колда. Какой нормальный взрослый человек захочет себе подобную одежду? Я, например, проблемы? Проблем нет. Осуждаю. С качеством элитных шкур на оружие победа заслуженно присваивается Free Fire. Кто-нибудь вообще знает, что происходит в Free Fire? Я еще не разобрался, это полноценная игра или какой-то прикол. А еще в колде есть действительно качественная халява. Слышал о такой вещи, пап? Это когда бесплатно. Ни копейки с людей не взяли. Просто так сделали. Не на 7 дней. Есть что сказать в свое оправдание? Ты пойман за руку как дешевка. Если за последние лет 10 вы играли хотя бы в одну Call of Duty, вы играли во все Call of Duty. Мобайл-версия далеко не уехала. С ездой здесь вообще проблема. 2021 век, колеса в автомобилях прочнее самих автомобилей. Но мобайл может позволить себе использовать все наработки 20 лет серии. Ведь то, что свое, воровством не считается. Вор в законе. И вот на это у конкурентов нет и не будет чем ответить. Потенциально сотни карт, самое большое количество оружия в мобильном шутере, и можно просто брать и обмазываться. И так как сборкой компьютеров из-за майнеров заниматься уже не получится, Activision предлагает альтернативу — сборку оружия. Кастомизировать здесь можно все. Вообще все. Правда, из-за этого прокачка у вас займет... Бесконечность не предел! Но количество режимов и ивентов это компенсирует. Наверное. Предлагаю отличную идею. А что если не убирать из игры на целый год режим зомби 20 на 20 и все остальное? У нас 2 карты для королевской битвы. Почему бы не убрать одну? С PUBG этот всеми любимый заебал режим сравнивать не имеет смысла. Он там Тупо лучше. других и нет. Победитель в колде определяется очень просто. В чем сила? Танк, сука! У кого танк, тот и сильный! И аккуратнее с полетами. Если вы видите в воздухе еще один вертолет, следует соблюдать правила воздушной конвенции и правильно поздороваться с пилотом. А за интерактив на локациях спасибо. Вот здесь, например, раньше был миленький песик. Баря, все, Баря, отойди, Баря. Баря. Так как это телефонная игра и резко двигаться не получится, вы должны очень быстро думать. Поэтому если на вас выбегают сразу 3 врага, в первую очередь нужно лечь на пол, положить руки на голову и начать молиться. И это одна из немногих игр, где официально есть ПК-версия и поддерживается геймпад. Играть, правда, будете против таких же, если повезет. В основном против ботов. Уникальное разнообразие приносит умения. Можно строить укрепления, летать на крюке кошки, вызывать помощь по ноутбуку или рации. Еще раз позвонишь, убьем нахуй! И даже превратиться в... Киборг-убийца. После каждого матча вас будут щедро засыпать уведомлениями, с чем поможет самая полезная функция в игре — отметить все как прочитанное. Не вижу смысла сравнивать Mobile и Warzone, ведь все адекватные геймеры понимают, что эти игры на разных весовых уровнях, и это не имеет никакого смысла. Какого хрена вы сравниваете эти игры? Ебанутые ебанушки. Подводя итог, колда просто дороже, чем PUBG или Free Fire. Последняя, видимо, делалась за бесплатно. Стрельба в разы реалистичнее. Карты легко запомнить, будто вы всегда играли на них. Графика намного проработаннее, когда это касается оружия или скинов. Все остальное... Что то хуйня? Что это хуйня? Если вы не китаец, у которых графон и физика намного лучше. Во всех играх. Я считаю это расизмом и буду жаловаться в техподдержку Activision. Надеюсь, когда-нибудь новый движок доберется и до белых холопов. Деньги же в игру вроде вкладывают. За 2 года вон как изменилось. Тогда как в PUBG добавили костюм девочки-зайки. О да, и эта мини-юбочка шикарна. Но старые проблемы остаются, баги практически на всех картах. Но так как в эту игру в основном играют дети, для них это не проблема, а секретики. И разработчикам пора узнать горькую правду. Обучение не работает. Большинство казуалов, даже пройдя его, играют так, будто бы впервые видят кусок стекла с картинкой, которой можно управлять. Чудотворная Библия, люди! Предлагаю альтернативу — тест на IQ. Читеры здесь существо загадочное. Все в них верят, все знают, что они есть, но видели их единицы. Ведь ты не встретишь читера, если играешь против ботов. Но их достаточно много, чтобы в год зарабатывать на читах 76 миллионов. Не стоит осуждать таких людей. Ведь в их мыслях уже давно поселилась одна великая идея.
Другой вопрос к тем, кто грозится уйти из игры. Ты чё, ебанутый? Apex Legends все еще кот в мешке с картой даты выхода. PUBG New State? Гениально засрать оригинальную игру настолько, что пришлось делать новую. Но будучи действительно фанатом COD Mobile, я бы напрягся. Ведь настоящая угроза уже притаилась. Прошлое видео так и не собрало 40 тысяч лайков. Это делает меня очень грустным. Печаль в моей душе сможет заполнить только подписка, лайк, бубенчик и леди Димитреско.